Здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Спицами и крючком». После того, как я в прошлом году сделала мастер-класс одного чудесного ангелочка, от подписчиков поступило много просьб делать больше подобных проектов. Так как мастер-класс последнего ангела для некоторых оказался слишком сложным, я решила в этот раз взять более простой проект, хотя сам ангелочек, на мой взгляд, получился очень даже симпатичным. Мастер-класс этого ангела немного проще, и к тому же внутри видео можно найти также схемы, которые помогут вам разобраться с узором ангелочка. Если будут вопросы, обязательно задавайте, отвечу с удовольствием. Желаю вам приятного просмотра и легких петелек. Следующий ряд мы вяжем таким образом. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем нашу комбинацию из столбика с накидом, двойного кластера, то есть два недовязанных столбика соединяем вместе и столбика с накидом. Затем я делаю только одну воздушную петлю и опять делаю нашу комбинацию. Столбик с накидом, недовязанный, еще один, и вяжу вместе, и в столбик вяжу. Вот у нас паучок получился, очень симпатичный. Затем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 столбика без накида. То есть первый и последний под воздушные петли и в серединку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И я закончила ряд. В следующий ряд, для того чтобы пройти, мы идем опять вот такими петельками соединительными. Теперь делаю 2 воздушные петли в начале ряда и сюда нашу комбинацию недовязанный незаконченный столбик, второй, провязываю вместе и вот таким образом. Здесь я делаю уже 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас будет 5 столбиков без накида в этом ряду. 2, 3, 4 и 5. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И нашу комбинацию в серединку. Недовязанные столбики и провязать столбик.
И так дальше. Тоже 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Каждая часть, нижняя часть юбки вяжется отдельно, как бы из-за того, что это такой уголок получается. Мы вывязываем каждый из 5 уголков отдельно. Я делаю 2 воздушные петли, просто иду и начинаю вязать нашу комбинацию из столбика с накидом, 2 недовязанных петель и столбика с накидом. Теперь делаю 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там, где у нас было 5 петелек, я делаю 3 столбика. Раз, два, три. Затем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И опять нашу комбинацию. Столбик с накидом, недовязанный столбик, 2 штуки и столбик с накидом. Вот мы провязали один ряд, и теперь мы разворачиваемся и идем обратно, потому что мы вяжем только этот уголок. Я делаю как бы промежуточную петельку. Теперь 2 воздушные петли, 2 недовязанных столбика, провязываем вместе и столбик. Здесь я делаю 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И делаю только одну петельку. Теперь опять 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять столбик с накидом, недовязанный столбик, еще один недовязанный, провязываем вместе и столбик с накидом. Опять разворачиваем вязание. Делаем опять полустолбик такой соединительный. Опять 2 воздушные петли в начале ряда, недовязанный столбик, недовязанный столбик, провязываем вместе и столбик с накидом. Делаю 1 воздушную петлю и перехожу сразу, как вот мы в паучке везде делали, сразу сюда.
столбик с накидом, кластер из 2 столбиков, и столбик с накидом. Вот у нас соединился этот паучок. Теперь делаю опять переход наш из соединительных петелек. И последний маленький рядочек. 2 воздушные петли, недовязанный столбик, второй. Провязываем вместе и столбик с накидом. Все. Мы закончили как бы одну эту часть вязать. Вот оно выглядит таким образом, как бы как паучок с уголком. Я уже провязала несколько. Затем мы делаем обвязку всего нашего края. Делаем мы таким образом. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с накидом. Ну, так как нам кажется, чтобы это красиво было, выглядело. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с накидом. Ой, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И можно в следующий уголочек столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Второй ряд обвязки выглядит следующим образом. Мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем пико. То есть мы идем соединительной петлей как бы в 3-ю петельку воздушную и соединяем. У нас получается такое маленькое пико. И 2 воздушные петли еще. И в серединку подвоздушные петли. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем соединительную петлю пико. 1, 2. Вот у нас получается такой край.